Добрый день, бронесообщество! В эфире P-Bug Studio, и вы попали на новый выпуск новостника. А это значит, что здесь будут самые интересные новости и факты, увлекательные истории и мероприятия. С вами в студии Бризи Эхо и... Он сегодня вообще будет? Всем привет! Простите, задержался. А это... расскажу после съемок. На чем мы остановились? С вами в студии Бризи Эхо. И Steady Print. Усаживайтесь поудобнее, ведь мы начинаем. Steady! Начнем с главной новости вечера. В этом сентябре пройдет знаменитый фестиваль Руброникон. Наш корреспондент Персик Блюм уже находится там, чтобы рассказать вам о деталях мероприятия. Персик, слово тебе. Всем привет! На связи Персик Блюм. Я нахожусь на территории места, где уже в сентябре пройдет... что? Точно! На этом фестивале вас будут ждать 2 дня теплого общения фанатов, красочное косплей-шоу, ярмарка с произведениями умелых крафтеров и художников, мастер-классы, панельные дискуссии, презентация, а также зажигательный концерт от Бронегрупп. Фестиваль пройдет с 13 по 14 сентября. Персик! С ней все в порядке? В честь фестиваля команда Руброникона выпустила новый комикс со своими маскотами. В этой захватывающей истории героиня отправится в прошлое с помощью магического артефакта. Там она повстречает пиратов, но необычных, ведь они потеряли свои цвета из-за странного проклятия. Героиня истории смело берется за дело и обещает капитану снять проклятие. Комикс дополняется, поэтому следите за продолжением истории. Ведь кто знает, чем закончится это приключение. Далее у нас новинки в игровой сфере. Недавно на свет появилась игра Эгросфер от разработчика Singular MG. Трехмерный хэк-энд-слэш, платформер с процедурно генерируемыми уровнями. Игрок управляет единорожкой Горизонт, накапливает опыт прямо в бою и апгрейдит заклинания, чтобы отбиваться от врагов созвездий и продвигаться дальше. И если тебе по душе рубить и прыгать, загляни. Уровни меняются каждый забег, а комбо-система приятно щелкает. Может зайти любителям легких рогалик-экшенов, которые ищут что-то новенькое на вечер. Тем временем игра Delirium теперь доступна на мобильных устройствах Android. Эксклюзивного контента нету, но зато игра будет всегда у вас под копытом. Все ссылки в описании. В мае этого года команда Overmare Studio сообщила, что переносит обновление Wave 6 на 2026 год. Однако тестовые сборки обещают выпускать раз в 2 или 3 месяца. В билде уже предполагается новая тестовая карта, несколько полностью озвученных квестов и улучшенные ключевые RPG-системы. Команда также ищет новых участников в проект. Все ссылки доступны в описании. А вот новинка от NTFS. Тактическая стратегия «Экспансия единорогов». В игре не нужно строить базы, пони призываются через портал. Каждый юнит изучает нужное заклинание прямо на месте, а дальше сам добывает магию, лечит друзей и палит волшебными лучами по вражеской фауне. В прототипе уже есть 4 миссии: призыв, сбор ресурса, оборона и штурм. Сейчас игра доступна для спонсоров, а позднее выйдет бесплатно на itch.io и GitHub вместе с исходниками. Далее у нас новинки в анимации. Зевдокилла выпустил забавную пародийную анимацию во вселенной Half-Life с недовольным Гордоном Фриманом. Макарио опубликовал анимацию, где Изи учит Флаттершай игре в Майнкрафт. Сначала выглядит неловко, но в конце очень душевно. Вышла новая часть эпизода Wild Mains – Glampout. Кобылки отправились на глэмпинг, но все пошло не по плану, когда одна теряется в лесу. Подруги вынуждены отправиться на поиски, а впереди сумерки и не самый дружелюбный ночной лес. Кто интересуется вселенной, не пропустите. Пародийная анимация от Synchro the Go.
По первому Fallout, где Темпест изображает вечно недовольного сержанта Дорнана. А эту анимацию уже многие видели. Бетти опубликовал на своем канале новую работу про пони Минуэт с песней «Dentist». Работа уже успела нашуметь, так что если вы ее еще не видели, то бегом ознакомливаться по ссылке в описании. Анимация A Day of Appreciation от Rocket Pinning показывает ежедневные будни принцессы Селестии, у которой достаточно плотный график, но в конце дня она любит поболтать по душам с сестрой. Анимация My Life is Like a Video Game повествует о жеребенке Баттон Мэше, чья жизнь напоминает видеоигру, в которую он играет вместе со своей подругой Свити Белль. Приятная анимация и динамичная музыка не дадут заскучать. Также незавершенная PMV-анимация по песне Hide and Seek от Twiddle, выполненная в стиле игры в кальмара с персонажами из My Little Pony. Пинкамина решила поиграть в прятки с Rainbow Dash. Цена проигрыша очень высока. Ждем полную версию. Еще одна анимация по игре в кальмара опубликована на канале Denzei Animation. Это коллаб множества аниматоров, где каждый показал разных пони с забавными реакциями. Magpie Pony выпустил анимацию, где злобная версия Рарити готовится к Контерлотскому балу и шьет наряды для себя и своих друзей. Но наряды она шьет необычные, а такие, чтобы покорить всю Эквестрию и стать королевой. Поклонники Рарити, общий сбор в комментариях. И вперед! На Кантерлот! Медитативная анимация от Кэти The Wolfie с чаепитием поняшек на свежем воздухе. А вы уже отдыхали на природе? Забавная анимация про Бон-Бон и Лиру Вампира от Permere Animation. Не пугайте зубастых чесноком. Милая анимация с поющими меткоискателями под песню вокалоида Хацуне Мику от автора Зомбузлет. Новый эпизод из серии роликов Where Are We от автора Dawn Somewhere. Меткоискатели сталкиваются с проблемами арендной платы жилья. К чему же они придут? Небольшая великолепная анимация с великолепной поющей Рарити. Дэши в банке? Как это попало в сценарий? А теперь перейдем к музыкальным новинкам. Пипетка. Guest. Forever Free Brownie and Luna Jax. Mayor. Prince Whatever. We Got the Hooves. Memory Tale. Let It Rain. Elias Frost. Crystal Curse. Electric Explosion. Apple Tree. Gloom Rotten. Not Nice Cipher. I make an animal house, I make the moon wax, wanna hold a candle, look out, other stuff to have a scandal about, learn my lesson every other week, opera the Phantom Lament. Lionovsky. Smile. BGM. Vigilantism. Yuki Gloom. This Day Area. Pony will gather round, say I look lovely in my gown. What they don't know is that I have fooled them all. Black and Blue. My Own Path. So long to all my ghosts friends. Trey Husk and Spin Caesar. Pray for the Scene. Ravenflight. Miss Luna.
А слышали ли вы о слухах, что Amazon совместно с Hasbro пустили в разработку лайв-экшен по франшизе My Little Pony? Будем честны, звучит интересно и в то же время настораживающе. У сообщества уже есть теория о том, как это будет выглядеть. Это будут реалистичные лошади разных цветов? Или же что-то в стиле кролика Роджера? Пишите ваши предположения в комментариях. Ну а мы ожидаем подробностей. Посмотрим, что в итоге получится. Автор под ником A Large Wooden Badger опубликовал короткую, но милую анимацию с Twilight, которая экспериментирует с магией. Анимация создана при помощи Autodesk Maya, а в описании под оригинальным видео присутствует ссылка на скачивание модели. Кто желает, может воспользоваться. Авторы творческого канала «Под водой анимации» опубликовали модель принцессы Луны для программы Moho. Присутствует липсинг, анимация гривы, несколько ракурсов и другие детали. Все ссылки в описании. А теперь немного научной информации. Недавно вышел справочник магической анатомии. В нем вы сможете увидеть, как работает магическое перо и как устроена магическая система единорога. Это действительно звучит интересно. Сделаем перерыв и отвлечемся на мерч. Автор Dragon Knight поделился с нами коллекцией морских пони-фигурок. В нее входят все героини главной шестерки. Ого, выглядит красиво! Также Dragon Knight поделился с нами новым концептом мерча с изображением злой и коварной королевы Кризалис. Трепещите, пони! Королева идет за вами! И вновь сайт Equestria Daily подвел итог ежегодной выставки коллекции фигурок бронесообщества. Со списком победителей вы сможете ознакомиться по ссылке в описании. Закончим наш перерыв копытным творчеством бронесообщества. Пользователь Элисарду Уорден поделился с нами весьма необычной плюшевой табуреткой с изображением лица Рарити на ней. Надеюсь, Рарити не сильно обидится на это. Автор Sunny Way предоставил нам фигурки всех принцесс Аликорнов, сделанных в его мастерской. По словам автора, каждая фигурка сделана с душой и магией. Здесь вы сможете найти свою любимую принцессу. Теперь вернемся к главным новостям и продолжим свежими комиксами. На сайте Equestria Daily вышли новые страницы комикса, посвященные предыстории 5-го поколения My Little Pony. В нем рассказывается о том, почему вдруг магия исчезла, из-за чего пони-единороги и пегасы поссорились друг с другом и многое другое. Также не забываем про рубрику «Игробредации». Недавно они выпустили еще сборник комиксов, ссылки на которые вы сможете найти в описании под видео. Не могли не отметить публикация Dragon Knight, который подарил нам очередную пачку с локализацией замечательных комиксов. И закончим наш сегодняшний новостной выпуск сборником фанфиков. Начинает наш сборник недавно начатый фанфик «Тернистый путь гармонии». В нем нам покажут Эквестрию до Аликорнов и всеобщей гармонии. Здесь вы увидите воинственных пегасов, хитрых единорогов и сильных земнопони. А также познакомитесь с героинями, которые случайно попали в это непростое время из будущего. Автор Crusher Dragon выпустил русскую озвучку новой главы фанфика «Заигравшийся». Озвучку данного фанфика на русском языке вы сможете прослушать как хорошую аудиокнигу. А мы продолжаем. Недавно вышла 11-я глава фанфика «Пустынные горизонты». В нем мы встретим нашу старую команду элементов гармонии, но в совершенно ином мире. В новом мире живым нет места на поверхности. Старая идиллия рухнула, и наступили тяжелые времена. Смогут ли наши героини приспособиться и выжить в этом мире? Скоро мы это узнаем. Широко известный автор Диогенус выпустил продолжение фанфика «Если бы желания были понями». В нем рассказывается история жеребца по имени Гарри Поттер, а также история его друзей, которые вынуждены скрываться после катастрофы. При прочтении фанфика вы окунетесь с головой в эту историю. Вас ждут радости и разочарования, приобретения и утраты. Гильдия переводчиков недавно завершила грандиозную работу по переводу фанфика «Астерион». В этой истории Rainbow Dash направляется на восток, в неизведанные края, заводя новых друзей и наживая новых врагов. Финал этой истории вы сможете прочесть по ссылке в описании. На этом наш выпуск новостей подходит к концу. Спасибо всем нашим зрителям за просмотр. Не забудьте подписаться, если вы этого еще не сделали. Надеемся, что вы узнали что-то новое или интересное. Будем рады, если поддержите нас лайком или комментарием.
Напоминаем, что вы можете оставлять предложения к новостнику по ссылке в описании или через сообщение нашему каналу в Telegram. Мы также будем рады вашим идеям и предложениям. И с вами были Бризи Эхо и Steady Print. Еще увидимся! Ну так, объясняйся. Вышел из дома, слышу писк, а этот комок в канал упал. Ну, я хвост опустил, она зацепилась. В общем, проехался с ветерком, чтобы успеть, заодно и кошку высушил. Почему меня кошки не любят? Ну, просто ты похожа на очень большого голубя. Ты чего? Ну, прости! Мы оставим ее. Может, как-нибудь назовем? Пускай зрители решат. Отлично. Ребята, ну а я закончил сортировку всех документов. Ага, спасибо. Квик!